Привет. Помните, была раньше такая вещь, как консольные эксклюзивы? Во времена консольной войны между PlayStation 3 и Xbox 360 это было чуть ли не главным оружием корпораций Sony и Microsoft. Пытались, конечно, и через всякие чудо-контроллеры заходить. Kinect обещал революцию в гейминге. Xbox, pause. Xbox Play. PS Move обещал, примерно то же самое, что контроллеры для Nintendo Wii, но все же игрокам интереснее оказались игры. Их были и остаются десятки, эксклюзивы как для одной конкретной платформы, так и просто вещи, выходившие исключительно на консолях, минуя ПК. Эти игры стали сопутствующим ущербом той консольной войны. Цифрой или строкой в перечислении количества эксклюзивов, ведь для массового игрока что раньше, что сейчас интересны хиты и блокбастеры. То есть и тогда аудитория подобных проектов была нишевой, а сейчас заценить экзо того времени местами вовсе невозможно. Эмулятор PlayStation 3 вроде работает неплохо, но вот Xbox 360, мягко говоря, отстает, но его разработка и началась позднее эмулятора PS3. Так вот, сегодня речь пойдет как раз о таком сопутствующем ущербе, но сразу отмечу, что предмет сегодняшнего видео, к счастью, доступен как для эмуляции, так и для покупки в цифровом виде в Microsoft Store. Lost Odyssey – редкий случай эксклюзивной японской RPG для консоли, ориентированной на западную аудиторию. Все дело в том, что Хиронобу Сакагути, создавший легендарную серию Final Fantasy, за 20 лет работы в студии Square, тогда еще не Square Enix, решил поменять что-то в жизни и в 2003 году создал собственную студию Mistwalker. И когда человек такого масштаба предлагает тебе создать игру для твоей консоли, как тут можно отказаться? Microsoft не просто согласилась, а активно помогала реализовывать все желания Сакагути, полностью доверяя видению ветерана индустрии. Небольшая Mistwalker, состоящая примерно из 10 человек, начала разработку еще в 2004 году, но сразу стало понятно, что студия не справляется с масштабом. Microsoft подрядила в помощь студию Feel Plus, это одна из дочерних компаний крупной японской корпорации AQ Interactive, куда, кстати, входила и Kavi, разработчики Drakengard. Постепенно разработка росла. Подключались бывшие сотрудники Square, разработчики Sega и даже самой Microsoft. На пике над игрой работало около 150 человек. И хоть Сакагути ушел из Square, где 20 лет создавал классический JRPG, с жанром он решил не экспериментировать. Lost Odyssey была скорее про эксперименты с сюжетом, а не игровым процессом. Сюжет, кстати, написал сам Сакагути, но одной из особенностей игры стали отдельные рассказы, написанные японским писателем Киёси Сигемацу. Сигемацу впервые участвовал в разработке видеоигры и сомневался, что его рассказы будут уместны, но, по его словам, ознакомившись со сценарием игры, он даже прослезился. Что хорошо подчеркивает идею Сакагути, он хотел, чтобы эти истории вызывали эмоции. Отдельного внимания заслуживает саундтрек. Его создал Нобуо Уэмацу, композитор серии Final Fantasy, но он не штатный сотрудник Square, а владелец собственной музыкальной студии Smile Please. За время работы над Final Fantasy Уэмацу и Сакагути стали друзьями, и композитор был рад, что геймдизайнер после перерыва решил сделать эпическую игру. Уэмацу вовлекли в разработку сразу же, поэтому он с первых дней знал о сеттинге, персонажах, и это позволило ему создать максимально эмоциональный саундтрек. И для тех песен, где использовался текст, лирику писал сам Сакагути. Размах разработки на время стал проблемой. В итоге появились 3 отдельные команды, одна для дизайна, вторая для сборки технической части и третья, соединяющая все это в игру. Каждая сталкивалась со своими проблемами, и в итоге все вливалось в одну большую проблему. Microsoft, вложившая в игру приличный бюджет, требовала отчет каждые 3 месяца, что вроде и давило, а вроде задавало хоть какой-то темп разработки. Самым неприятным стал момент выхода Xbox 360. Lost Odyssey разрабатывалась до выхода консоли на Unreal Engine 3, так как движок существовал и до консоли. Но когда пришло время реализованное закидывать на железо коробокса, возникли трудности. Еще и сам Unreal Engine, помимо того, что был непривычен для японских разработчиков, он постоянно обновлялся и требовал прочитывания обновленной документации. Так что к середине разработки начался кранч.
Не повезло и художникам. Концепты главных героев создавались мангакой Такихико Иноуэ, автором бестселлеров Slam Dunk и Vagabond. И если на бумаге он мог реализовывать что угодно, то вот работавшие с железом просили максимально ограничить размашистую одежду, пушистых зверьков и меховые наряды. Без каких-либо подробностей Сакагути заявил, что команда смогла преодолеть кризис, и разработка вошла в финальную стадию. Подключился японский кинорежиссер Рой Сато, помог создать кат-сцены и трейлеры. Дело оставалось за малым. Перевод с японского на английский осуществлял ученый из Гарвардского университета Джей Рубин, переводивший произведения Харуки Мураками. Так Microsoft показывали максимальное уважение как к самой игре, так и к работе писателя Киёси Сигемацу. Джей был негативно настроен, ибо в свои преклонные 65 лет на момент релиза считал, что видеоигры прославляют насилие, но ознакомившись со сценарием, он передумал и все же перевел его. Попутно удивившись, что Microsoft, которая прославилась за счет Halo и Gears of War, решила выпустить подобное произведение. В 2006 году для японского Xbox Live вышла демоверсия. Остальному же миру оставались превью от журналистов. В русскоязычном сегменте был даже господин Логвинов из Видеомании, ставящий игру в одно предложение с Mass Effect. Вторая игра, ради которой бы я, вот не задумываясь, купил Xbox 360. Первая это Mass Effect, и теперь это Lost Odyssey. Я обещаю вам, что к концу прохождения она у вас встанет на полке, все остальное вот так отодвинется, и будет там стоять. 8 смотри. То есть хочется душой 9 и 10, но умом понимаешь, что 8,5. Кое-как финальный продукт влез на 4 DVD-диска и ушел в печать, чтобы в конце 2007 года выйти в Японии, а в феврале 2008 уже и во всем мире. Начало Lost Odyssey обманчиво, причем сразу по двум причинам – сценарной и визуальной. Начинается все с эпической битвы и невероятно красивой кат-сцены, через которую события плавно переходят в непосредственно геймплей. Увы, красота эта разовая, в дальнейшем местами даже будут просадки FPS, куда уж тут переходом из кат-сцены в геймплей. Интереснее сама битва. Сражаются две неизвестные для нас, как для игрока, силы. Обе стороны конфликта в довольно нелепых доспехах и для нас отличаются разве что расцветкой. Однако мне такая масштабная битва очень запомнилась и показалось, что именно вокруг этого конфликта построится сюжет. Тут вам и боевые машины, и маги, способные воскресить падших. А чего стоит наш герой? Он одним ударом укладывает несколько врагов в могилу и в соло уничтожает осадные машины. Но происходит неожиданное. С небес падает лава, и поле боя раньше времени становится могилой. Для всех, кроме нашего героя. Каким-то чудом он остался в живых, и с этого момента начинается игра. А начинается она потому, что все еще живы вражеские солдаты, которые теперь отображаются как безумные. Второе слово в наименовании врагов Кент – это страна, откуда эти зверолюди родом. Со старта игра презентует свою фишку в виде колец для атаки. Кольца в игре – важный артефакт, прокачивающий вашу основную атаку. Высасывание жизни, яд, критический урон, урон одной из стихий или же просто увеличенный физический урон. Есть великое множество колец, плюс есть комбинированные кольца с несколькими усилениями одновременно. Геймплейно же нам приходится зажимать правый курок на геймпаде и вовремя отпускать, чтобы на экране кольцо в движении идеально сошлось с кольцом статичным. То есть раздать команды и спокойно смотреть за происходящим не получится. Если проигнорировать эту мини-игру, то атака пройдет без какого-либо эффекта, что увеличит время битья противника. После обучения нас жестко закидывают информацией. Мы находим живых бойцов из тыла, те охреневают от того, что мы выжили, и заодно наконец-то узнаем, что главного героя зовут Каем Арганар, и он командовал одним из взводов в битве. Теперь же необходимо отчитаться перед начальством за выживание. Скажи, почему ты? Скажи, почему ты? Скажи, почему ты вместе с танком не сгорел?
Кстати, в другом отряде также выжил офицер, это девушка, Сет Балмор. Отчитываться мы будем прямо перед местным органом управления, советом, а так как ехать до него очень долго, то закадровый голос расскажет нам вкратце предысторию местного мира. 30 лет назад здесь произошла промышленная революция из-за открытия магической энергии. Она существовала и до этого, но почему-то именно 30 лет назад пробудилась и стала предметом промышленности, быта и даже войны. Дальше уже не за кадром, а в Совете еще больше лора. Начальная битва – это война между государством Ура и Кент. Ура – бывшая монархия, после магической промышленной революции короля упразднили и государством правит Совет. Кент – агрессивная раса зверолюдей, напавшая на Уру. Со стороны кажется, что битва закончилась ничьей, но для Уры это поражение, ибо уничтожена под корень почти вся армия. Совет считает, что за нападением стоит третье государство – Годза, и пока Ура ослабла, Годза может напасть. При этом в том, что на поле битвы упал метеорит с лавой, обвиняют не внешнего врага, а Гангору, местного политика, ответственного за строительство Великого Посоха. Посох является собой огромное строение для сбора магической энергии. Якобы где-то там произошла утечка энергии, случилась вот такая вот аномалия. Поэтому Гангора отстраняется от дел, а посох подвергается проверке. И тут в Совете появляется Кайм со своим докладом о выживании. Доклад очень короткий, потому что Кайм ничего не знает и ничего не помнит, зато Гангора отвечает за него. Кайм бессмертен благодаря заклинанию Гангоры. Поэтому наш герой направится в сторону Великого Посоха, чтобы узнать, что там творится. Мы же заодно сдаем властям инфу о Сет Балмор, чтобы ни одному идти туда. Гангора не особо счастлив от таких раскладов, но ему велено завалить и не отсвечивать, сидеть у себя в особняке до конца расследования Кайма, а Кайму велено отоспаться. Во сне последний раз мы слышим закадровый голос. As Kaim slips into deep sleep, his dream unfolds. A dream or his past. At this moment, there is no way he could know. То ли деньги на Фреда Тацкиора закончились, то ли время у самого Фреда. Все же, если вы взглянете на количество его ролей, то сразу станет понятно, что задерживаться долго он себе позволить не может. Но не суть. Суть же в том, что Кайм видит, как перед его глазами со скалы падает маленькая девочка, а рядом с ним плачет женщина. Голос же за кадром говорит «сон» или же «прошлое». Сейчас Кайм никак не может знать этого точно. Но почему-то после этого кошмара по щекам Кайма текут слезы. Нас же знакомят с творениями писателя Киёси Сигемацу. Каждый раз, когда определенное событие отзывается в памяти Кайма, он вспоминает историю из своего тысячелетнего прошлого. Каждая такая история – это мини-новелла, сугубо в текстовом виде, с небольшими визуальными элементами анимации текста и работы с задним фоном, а также звуковым сопровождением. Таких новелл больше 30, и они встречаются как коллекционные предметы, а не обязательные для сюжета вещи. Так что вы можете не прочесть все новеллы, сюжетная память к Кайму все равно придет. Новеллы на японском собрали даже в книгу и издали в физическом виде, и они стоят того, чтобы прочесть. В каждой своя локальная история. Большинство обособлено от основного сюжета, и лишь пара-тройка плотно связана с главной сценарной темой. Почти все рассказы трагичны или драматичны. Оптимистичного в прошлом Кайма мало. Это истории человека, который не может погибнуть и уже 1000 лет видит этот мир. Вокруг него сменялись поколения, гибли и люди, и целые государства. Кайм же большую часть времени был наемником. Благодаря бессмертию лучшего ремесла он найти не мог. И со временем он начал ценить мелочи жизни и видеть в них прекрасное. Он останавливался в постоялом дворе и рассказывал дочке владельца о красотах далеких океанов, скрывая детали о том, что океан этот наполнялся кровью после битв. Рассказывал о невероятно красивых цветах, опуская то, что нашел он их между телами погибших, и о красотах неба, когда поднимал глаза от земли, заваленной мертвыми. В первой же истории показывается боль его жизни. Он привязался к той самой девочке, которая рассказывала о красоте мира, но девочка умерла от болезни, а Кайм продолжал жить.
Умирал каждый, с кем Кайм сближался. Не потому что он несет смерть, а потому что он не умирает и не стареет, а люди вокруг хрупкие. В одной из новелл он даже решил завести семью, но конец слишком предсказуем и лишний раз оставил рану на бессмертном сердце. Жена и дочь погибли, Кайм же продолжал бессмертную жизнь, которую уже ненавидел. Однако все это лишь отголоски. Целой картины своей тысячелетней жизни ни мы, ни Кайм пока не видим. Да и не видим дальнейшей цели, пока нас не находят посыльные Гангоры. Хотя скорее Кайм находит его. Wait, let go! My throat! Damn! Перед общением с Каймом Гангора принимает Толтона, наследного принца Уры, но так как монархию празднили, Толтон не больше, чем любой другой гражданин Уры. Правда, Гангора пытается восстановить монархию и тайком общается с принцем. Как раз когда он уходит, Кайм слушает от Гангоры повтор задания – пойти к Великому Посоху и выяснить, что там случилось. А вместе с нами пойдет Дженсен, или в локализированном руководстве Янсен Фрид. Дженсен обычный пройдоха, но так как в мире появилась магия, частичка силы открылась и ему. Он прожигает жизнь, а чтобы было на что прожигать, берет работу у самых мутных людей, например, у диссидента, желающего вернуть монархию. А вот другой наш партнер очень не нравится Гангоре. Речь о Сет Балмор, само существование девушки нервирует Гангору, и он просит нас быть с ней осторожней, так как она была пиратом. Но на данный момент ее память равна памяти Кайма, помнит только имя, но вот настрой у нее намного позитивнее, да и в целом она активна и жизнерадостна. Собственно, вот наша команда для спасения мира. 2 бессмертных с амнезией и смертный Васян, который перед миссией вкрай напился и провел ночь в борделе. Ну а теперь пару слов о смертных и бессмертных в контексте геймплея. Местные бессмертные бестолковые и ничему не учатся сами по себе. У них есть несколько стартовых навыков, а новые они учат только в рамках симбиоза со смертными. Причем учить можно по одному навыку за раз. Смертные же, помимо повышения статов при получении новых уровней, периодически получают новые активные и пассивные навыки. Но есть одно но. В игре еще есть экипировка в виде всякой бижутерии. Она интересно реализована в плане визуала, то есть буквально появляется на персонаже, а еще дает дополнительный пассивный бонус, а иногда даже активный навык. И через экипировку бессмертные тоже впитывают знания, чтобы потом использовать навык уже самому, без шмотки. Звучит как имба, если бы не еще одно «но». Слоты для навыков у бессмертных героев ограничены и не качаются с новым уровнем. Открыть новый слот можно только с помощью слот-семечек, разбросанных по миру игры. Сколько вы их отыщете, столько слотов и сможете открыть. Причем делайте что хотите, вкидывайте все в одного героя или же равномерно распределяйте. Поэтому вот, как бы Сет не бугуртил из-за Дженсена, для команды он очень даже важен. Ну и пока мы не ушли далеко от геймплея, тут еще есть разделение на атакующие линии. Атакующий авангард и задняя линия для пусечек. Атаковать можно из любой линии, но бойцы спереди собственным телом прикрывают тыл за счет механики состояния защиты, коротко GC. Это линия в правом верхнем углу экрана, показывающая, насколько слабее атака будет проходить по задним рядам, и зависит она от здоровья линии передней. Такая же система работает и для врагов, поэтому мы в равных условиях со всеми. И так как у нас появляется колдун в команде, то знакомимся с заклинаниями. Кольца для атаки с заклинанием не важны, курок зажимать не надо. Каст может длиться как один ход, так и больше, длительность указана цифрой в описании заклинания. Рядом с цифрой буква от латинской A до H. Чем ближе к концу алфавита, тем дольше будет каст и, соответственно, очередь персонажа во время хода. Разобрались и идем дальше. Ну, кстати, не особо мы куда-то идем. Кайм с компашкой на пути к посоху остановились отдохнуть, а нам, как зрителям, показывают сначала флешбэк, где Дженсен получает от Гангоры артефакт для стирания памяти Кайма, а потом и самого Гангору.
Он подстроил, как бы это правильнее сказать, покушение на отравление принца. То есть ворвался в последний момент и типа спас Толтона, хотя сам же все это подстроил для того, чтобы принц стал еще лояльнее к нему. Behold. Well done. We'll have to push him harder. I'll be in touch when the time comes. У компашки за это время ничего особо не происходит, кроме странного флешбека Кайма. I've seen that somewhere. Seen it? Where? А вот при подходе к посоху появляется первый босс, который после 15 примерно минут битвы отправил меня впервые на тот свет. Но он лишь разминка. После него появляется темнокожая версия Гермеса с армией, и тут уж численный перевес оказывается слишком велик. Нас пленит армия государства Нумара, которая хрен пойми зачем оказалась на территории Великого Посоха. Почему-то мы не говорим напрямую, что мы из Уры, и мы тут вообще-то с государственным заданием, так что неплохо было бы сменить тон и отпустить нас. Вместо этого приходится нести чушь, что мы просто мимо проходившие туристы, и приходится также оставаться в тюрьме. Видимо, Великий Посох стоит то ли на нейтральной территории, то ли вообще на территории Нумары. Короче, выбора нет, приходится сидеть в тюрьме. Кайм в это время снова видит кошмар, но уже с другого ракурса, и теперь во сне фигурирует имя – Лирум. А Дженсен решает использовать артефакт для уничтожения памяти на охраннике, чтобы выбраться из тюрьмы. Начинается кошмар наяву, стелс в JRPG. Почему бы не побегать от светящихся конусов на миникарте с угрозой отката на начало побега при обнаружении? Оправдывается происходящее тем, что у нас забрали оружие, поэтому когда оружие у нас появляется, мы уже не откатываемся на начало побега, а деремся с местными охранниками. Цель всего этого действа – дойти до королевы Нумары. Нумара не имя королевы, а название государства, если что. Темнокожий Гермес о королеве отзывается с огромной долей иронии из-за ее пацифизма, ибо сам Гермес – это местный министр обороны, и ему крайне не имется сидеть без дела. Королева же где-то сидит и играет на арфе. Собственно, по звуку арфы мы находим королеву, и пока Кайм и Сет что-то раздумывали, Дженсен отправился прямиком к королеве. Сет же вспомнила часть своего прошлого. Когда она была пираткой, королева Нумары поймала ее и вместо того, чтобы посадить Сет или казнить, решила подружиться с ней. Случилось это странным образом. Сет казалось, что когда-то они уже даже знали друг друга и поэтому так легко сблизились. В итоге королева отпустила пиратку и отдала свой кулон, дабы Сет вернул его при следующей встрече. Но сейчас с королевой встречается только Дженсен, ибо дверь в покое почему-то закрылась. Происходит нелепая ситуация. Дженсен своими речами забалтывает королеву и на какой-то хрен вырубает ее заклинанием. От шума поднимается стража. Кайм и Сет тщетно дефают вход, но в итоге всех вновь ловят в клетку, ибо королева оказывается чуть мощнее в магии, чем Дженсен. Пока готовится суд для Кайма с компашкой, на считанные секунды показывают, как в Уре Гангора буквально лепит дерьмо демонов. Для нас же все оптимистично. Добрая королева попросту отпускает нас на все 4 стороны. Проблема лишь в том, что генерал Каканос, а именно так зовут темнокожего Гермеса, решил пойти ва-банк и наперекор королеве начать подготовку войны с Урой из-за Великого Посоха.
Каканос считает, что пацифизм сейчас неуместен, и как только Ура исправит косяки посоха и полноценно введут его в эксплуатацию, для Нумары начнется катастрофа. Поэтому нужно немедленно нападать на Уру. Королеве же остается тихо сидеть в своих покоях, пока генерал все решит. Для демонстрации грозности вояк из Нумары нам показывают сцену, где милые дети ухаживают за цветами, а злодейские солдаты хотят их сорвать и применяют насилие в отношении детей. Приходится нам малюток спасать, то есть по сути убивать солдат, а дети в ответ приглашают в гости, где они живут с маман. И это случайное стечение обстоятельств приводит к неожиданной встрече. Мама детишек Лирум, дочь Кайма. Тут-то мы вспоминаем кое-что важное. Father. Father? What? Father? Lirum, is that you? Гангора с помощью магии заставил Лирум прыгнуть со скалы. И раз уж был ребенок, значит когда-то у Каймы была жена. Дочь же в итоге выжила и даже завела собственную семью. У Каймы теперь есть внуки. Проблема лишь в том, что Лирум смертельно больна, и ловким движением руки сценариста ее смерть наступает прямо в момент встречи с отцом. Меж тем в Уре Толтон идет сквозь дождь к статуе отца, моля его о силе. Это непростой флешбэк, мы даже поиграем за принца и отобьемся от тех самых дерьмодемонов Гангоры. Правда, Толтон о происхождении врагов не знает. После на Толтона нападает глава совета Уры, и принцу приходится биться насмерть. Естественно, все это подстава Гангоры. Главу совета он уже собственноручно прикончил, а перед принцем была магическая кукла. Но теперь Толтон уверен, что совет желает смерти наследнику монархии и нужно срочно объединиться с Гангорой, чтобы выжить. Для Уры наступают новые времена. К Кайму и Сет возвращается чуть больше памяти. Они вспоминают, что всего было 5 бессмертных. Один из них – Гангора, остальные двое – тысячелетняя королева Нумары по имени Минь или Минг и некая Сара. Решено пойти искать Сару, но для начала надо похоронить дочь. Для этого геймдизайнеры решили дать нам побегать по округе, собрать цветов на могилу и веток для погребального костра. Даже не знаю, хорошо или плохо то, что во время этого сбора на нас хотя бы враги не нападают. Финальной точкой станет мини-игра, где мы за нашего внука поджигаем факелы других участников церемонии. Что странно, факелы не для сжигания тела, а для поджигания веревок, которые держат лодку с телом над водой. Да, Лирум хоронят почти как викинга, отбывающего Вальгалу на Дракаре. С потерей матери хуже всего справляется парнишка Маг. Цифр возраста нам не называют, но чисто визуально он выглядит младше своей сестры. Ее, кстати, зовут Кук. Парень убежал в Багряный лес, место, куда королева Нумара запрещает всем ходить из-за странной магической активности. Маг же думает с помощью этой активности пообщаться с мамой напоследок, о чем любезно сообщил в письме перед тем, как убежать. Берем с собой Кук, которая оказывается специалистом в лечебной магии, и идем за Маком. Идти придется через Нумару, где мы своими глазами наблюдаем подготовку к нападению на Уру. Благо, мы тут мимоходом. Маг же непонятно как оказывается в древнем храме, что в Багряном лесу. Непонятно, потому что добраться туда даже компании из 4 бойцов не так-то уж легко, а ребенок из начальных классов как пробрался, остается загадкой. Разгадка в темном духе, что захватил Мака. Тут у нас почти что нелинейность, можно биться с духом, а можно направить всю атаку на Мака и проиграть.
Парнишка же не зря ходил в лес. В итоге дух Лирум дал о себе знать после слов Кайма о том, что души умерших не отправляются в некое загробное царство, а остаются лишь в памяти живых. Так, секунду. Для Мака вся магическая движуха в пещере не прошла даром. Он открыл в себе способности к духовной магии. Может теперь бафать своих, дебафать чужих и наносить особый магический урон, от которого не спасутся враги с иммунитетом к стихийной магии. У нас же формируется полноценная партия из 5 человек. Это максимум активных участников, но не финальный набор напарников. Всей толпой двигаемся в Нумару и видим там экстренное обращение Толдена из Уры. Он втирает на весь мир какую-то дичь. Якобы верховный председатель совета по имени Роксиан погиб от внезапной неведомой болезни, и последним его желанием было упразднить республиканскую форму правления и вернуть монархию. Не хз, кто в это поверит, но как бы вот. Толден теперь 45-й король Уры, совет идет к черту, республики больше нет, а Гангора становится королевским советником и заместителем в случае чего. В оправдании происходящей дичи Толден показывает кадры подготовки атаки со стороны Нумары, идущие в прямом эфире из глаза Дженсона. Типа вот вокруг враги, срочно объединяемся вокруг короля. И пока мы смотрели это чудесное обращение к миру, на нас дали наводку и вызвали наряд. Биться в данной ситуации мы не решаем и просим милостливо аудиенции у королевы, дабы прояснить, что мы не шпионы. Вместо королевы нас приводят к колдуну, который вытаскивает из глаза Дженсона шпионское око. Могучее волшебное устройство, дающее кастующему доступ ко всему, что видит человек под заклятием. Причем тот, на кого заклятием воздействует, даже не знает о слежке, отчего око и получается шпионским. Но генерал Каканос решает, что мы все равно виновны, и на месте выносит вердикт о смертной казни. Спасают нас дико нелепым путем. Детишки Мак и Кук колдуют отсутствующее для игрового применения заклинание оголение, отчего враги дико стесняются и убегают. Но не совсем убегают на самом деле, ведь за нами все еще бегает вся армия Нумары, и спасение мы находим лишь в спальне королевы, как бы это ни звучало, где, кстати, лежала и сама королева. Увы, она не помнит, что они с Сет и Каймом когда-то дружили, хотя Кайм тоже об этом не помнит, а нам не дают времени рассказать ей о текущей ситуации, ибо врывается Каканос. На время спастись помогает инсценировка покушения на Минь, но в итоге Каканос догоняет нас на танке уже вне дворца, и вся беготня была зазря, приходит время биться, дабы все же сбежать из Нумары. Мини решает пойти с нами, хотя в ее памяти все еще нет ничего о Сет или Кайме, зато она знала Лирум и знает ее детей. Хотя, будучи королевой, оставлять Нумару в таком виде выглядит крайне неразумно. Мини знакома с составной магией, то есть сложными заклинаниями из нескольких элементов, например, лечение сразу ХП и статус эффекта, или же магическая атака сразу по всем врагам. При этом она прокачивается как бессмертный персонаж, поэтому развить этот навык самостоятельно не сможет, увы. Выбираемся из Нумары благодаря открывшейся памяти Сет, врываемся в городской порт и воруем там корабль. На судне проходит важный разговор.
Так как Минь ничего не помнит, Кайм выкладывает все, что вспомнил сам. 1000 лет назад они впятером, Кайм, Сет, Сара, Минь и Гангора, пришли в этот мир, будучи бессмертными существами. Было что-то, что они должны были сделать за этот миллениум, но когда время подошло к концу, Гангора стер им память, причинив каждому бессмертному сильнейшую душевную боль, в случае Кайма инсценировка убийства дочери. Но собраться и пойти вот прямо сейчас бить злодея мы не можем, потому что надо пересечь океан, а океан на этом корыте не пересечь, поэтому нужно плыть в государство Годза и просить у них техническо-магической помощи для корабля. Собственно, туда и двигаем. Вроде вот и поплавать дают, типа освежили геймплей, но на деле получается просто передвижение из точки А в точку Б. Важно тут то, что плавание помогло Сет вспомнить часть своего прошлого. Она была эдаким Робин Гудом от мира пиратства. Ее команда грабила зажиточные лайнеры, отбирали деньги у тех, кто уже и не знал, что с ними делать, а после часть добычи, естественно, отдавалась нищим. Из-за бессмертия Сет никто не мог победить, но в один момент все же нашлись те, кто нашел слабость пиратки. Сет поймали, отвезли на необитаемый остров и приковали к камню. Бессмертная Сет вечность бы прожила в одиночестве, где ее никто бы и не нашел, но все изменило некое существо по имени Анейра. Анейра появляется только в текстовом виде в воспоминаниях Сет и называется последним из клана Белокрылых. А вот подробностей о клане Белокрылых мы так и не узнаем, как и не увидим хоть примерно, как Анейра мог или могла бы видеть, ведь даже пол непонятен. В Сет Анейра увидел схожее одиночество, и они после освобождения пиратки путешествовали вместе и стали друзьями. На этом воспоминание заканчивается, а нам пешком придется идти в Годзу, через деревню с озвученным названием Тоска. Здесь королева Минь впервые напивается с Дженсеном, а мы узнаем, что просто так в Годзу не пройти. Путь заблокирован магией некой старой ведьмы, что живет в доме Кайма. Это тот самый дом, где Кайм жил с женой и дочкой. Жена – та самая Сара, одна из бессмертных. Ныне дом Кайма похож на особняк из первой части Resident Evil. Все мрачно, запутано, двери открываются с помощью разгадывания загадок, а врагами выступает нежить. Атмосферность локации чередуется с душностью от случайных боев каждые 20-30 шагов по особняку. На час хождений по дому минут 10 приходится на сюжет, а остальное вот битвы с монстрами, у которых, кстати, резисты к магии, из-за чего сражения невероятно затягиваются. Финальная битва с ведьмой исполнена в виде чего-то в духе рандомной головоломки. 4 стихийных шарика бьют саму ведьму, чтобы она не далась нам живой. Стихии у шариков меняются, поэтому если вдарить по огненному шарику водой, но из-за времени каста шарик поменяет стихию на воду, то мы его полечим. Зато после битвы оказывается, что ведьма – это Сара, жена Кайма. И спасает ее не столько победа над шариками, сколь песня Лирум, которую та пела детям, а теперь те поют ее бабушке. Правда, память к Саре не возвращается. Она просто помнит, что когда-то у нее была семья, и вроде бы она любила Кайма, но пока что все очень мутно. У нас же теперь аж 7 человек в команде, а биться могут лишь 5, поэтому приходится думать, качать ли смертных внуков и Дженсена, или же сражаться бессмертными ребятами. Кстати, бессмертие здесь по большей части сюжетное. Если нас ваншотает босс, то игра заканчивается. В чем же смысл такого бессмертия? Ну, дело в том, что у бессмертия тут перезарядка в 2 хода. То есть смертный боец не встанет, пока не использовать заклинание или предмет для воскрешения. А бессмертный поднимается сам через пару ходов, но если вы за эти пару ходов потеряете всех остальных, то да, конец. Причем при воскрешении теряются бафы, например, атаки, если вы их накладывали. С одной стороны, ну вот
получается такой хоть какой-то намек на тактику, но все равно классическая боевка японских РПГ выглядит как битва двух неандертальцев дубинами, причем пока один бьет другого, второй просто стоит и ждет, когда получит по лицу. Но мы тем временем берем Сару и идем снимать заклятие с пути в Годзу. Путь проходит через страшную пещеру с жирными монстрами, причем пещера ведет не в Годзу, а в городок Саман, который выглядит как семейное гнездышко Кайма. Ну, в смысле, солнце здесь не светит, от людей исходит какая-то мутная аура, а самые странные вещи творятся, когда со стороны моря исходит магическое свечение. Местные моряки решают проверить, что это за свечение, ну, а мы помогаем, потому что, почему бы и нет. По пути встречается одна, наверное, из самых душных битв в этой игре, где одно существо из заднего ряда призывает чуть ли не бесконечные волны бойцов переднего ряда. Само же существо сзади сваливает просто при первой опасности. Почему-то после этой битвы Сет вспоминает остаток прошлого. Когда-то у нее был сын по имени Сед. Они путешествовали втроем: Сет, Сед и Анейра. Но Гангора с помощью магии заставил Анейру напасть на Седа. Сет своими глазами увидела, как Анейра отожрал ногу ее сыну, и в этот момент Сет убила Анейру. Сет остался жив, а вот Анейра погибла. Это стало моментом, сломавшим Сет, и где-то здесь Гангора истер ее память, но теперь все вернулось. Корабль меж тем приплыл к новому экспериментальному посоху. Гангора решил построить еще один посох для выкачивания магии. Локация крайне муторная, ибо здесь есть запертые места, открывающиеся особым ключом. Ключи находятся у солдат охраны, которые иногда выступают врагами во время случайных битв. То есть врагом может быть несколько других видов существ, причем ключ не просто выпадает после победы, его нужно украсть. Кража – это навык мага Дженсона, и если ваши бессмертные его не выучили, то процесс добычи ключей займет очень много времени, за которое можно умереть со скуки. А все ради того, чтобы подняться на вершину посоха и сразиться с Гангорой. Почему-то все изначально мешают Сет атаковать Гангору, хотя тот активно выбешивает ее, рассказывая, что Анейру она убила сама. Якобы из-за того, что Сет родила сына, а Анейра из ревности грыз ногу Седа, а не по приказу Гангоры. И вообще, по его словам, один Гангора молодец и красавчик, потому что все остальные предатели, отступившие от их истинной цели. Но все же начинается битва, результат которой предрешен. Гангора всех убивает, а потом приходит принц Толтон и такой: «Какого хрена, Гангора, ты убил кучу людей, в том числе королеву Нумары, чё?» А Гангора такой: «Да, это наемные убийцы даже, вот эти, кстати, дошкольники, это тоже ассасины, хотели убить великого монарха. Это ты, если что, и ничего мне не злодейский смех, ты чего?» Посох рушится, и нас бы погребло вместе с ним, но спасает дух Лирум. Он пробуждает Кук и Мака, а те уже поднимают всех остальных. Теперь нам надо за 12 минут свалить с посоха, причем время не останавливается во время случайных битв. К счастью, все не так уж сложно, и успеть смог даже я. Добираемся на корабль и валим назад в город Саман. В Самане жизнь наладилась, и вновь засветило солнце.
Даже появился аукцион, где можно в 10 раз дороже купить обычную хилку, просто потому что вы не уступите победу на аукционе какому-то NPC. Чел, ну давай, Алын! Ну давай, давай! Домой очередной! Для нас же самое важное, что открылся наконец-то путь в Годзу, куда мы еще в начале прошлого диска шли. Путь начинается после небольшого собрания. Некоторые засомневались после слов Гангоры о предателях. Вдруг и правда они все отступили от некой истинной цели. Но о цели никто не помнит, только вот Сара рассказывает о том, что бессмертные реально пришли из другого мира, и какой-то смысл в этом явно был. Все эти разговоры приводят лишь к тому, что надо идти к Ганgoре, а для этого надо в Годзу, чтобы потом попасть в Уру. Итак, проход в Годзу идет через ледяную пещеру, где есть два невероятно опасных врага. Огромный динозавр с 20 тысячами очков здоровья и мохнатые маленькие вредители, способные украсть у вас случайный предмет из инвентаря, хоть зелье, хоть экипировку. Динозавр – последняя преграда на пути к Годзе. И вот мы видим жемчужину магической индустриализации. Город, где магию используют для различных улучшений жизни горожан, не считая бедняков из Нижнего города, у них там свое гетто. Русская грамматика невозможна. Годзу встречают очередным обращением монарха. На этот раз это король Годзы, успокаивающий горожан, что несмотря на движ Уры и Нумары, местным бояться нечего, армия всех защитит. Двигаться по городу очень проблемно, везде требуются документы о гражданстве, а с этим проблемы. Дальше вы не пройдете, пока не получите бумаги. Но все проблемы решает старик в плаще, подкидывающий Кайму монетку. После этого он что-то вспоминает и уходит за стариком, а Сара идет следом за мужем. Внуков любезно бросили с Дженсеном и девушками. Дети сразу отпрашиваются шататься по городу, и никто им почему-то не запрещает. В итоге нас делят на 3 группы: Кайм и Сара, Дженсен, Минь и Сет и Мак и Кук. Сет, Минь и Дженсен решили не ждать других и сразу идти на аудиенцию к королю Годзе, просить помощи в битве с Гангорой. Вот только королевская стража не признает Минь, пока она не показывает грудь. Hey, 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 hey! What? Whoa, whoa, hey! You can't do that! You're a queen! Wow. Точнее, символ на ней. Дальше начинается какая-то дичь. В тронном зале король не очень-то хочет с нами встречаться, пока мы не вырубим магический ограничитель, который он сам включил. А когда Минь все же поднимается, оказывается, что на троне сидит какой-то мужик, а не настоящий король, а нас переводят на сюжетную линию Кайма. Вот они-то с Сарой увиделись с настоящим королем. Как оказалось, король, у которого, кстати, нет имени, когда-то чуть было не погиб, но его спасли Кайм и Сара. Где-то 50 лет назад он путешествовал с ними, будучи еще 20-летним парнем, и даже влюбился в Сару. Но вместо того, чтобы ревновать, Кайм посоветовал будущему королю любить свое королевство, так, как он полюбил Сару. Сара же оставила в памяти короля слова о том, что бессмертие обесценивает многое. Понимание же того, что предмет твоих чувств не вечен, делает его куда более ценным, ведь когда-то он исчезнет, и до того момента ты должен дать ему всю свою любовь. Вспомнив былое, король приглашает бессмертных на переговоры. Оказывается, он договорился о встрече с Толтоном, королем Уры, для обсуждения возможности предотвращения войны. Кайм и Сара соглашаются, тем более с ними Минь, с которой Толтон и собирался воевать. Но действие тем временем переходит к деткам. Они убежали на вокзал, где услышали от какой-то старушки историю о северном сиянии, с помощью которого можно войти в контакт с погибшими. Дети, конечно же, хотят пообщаться с мамой и угоняют поезд, чё б нет. Кук девочка сообразительная, вон разобралась, как с этими магическими поездами управляться. Действие же возвращается к Сет, Минь и Дженсену. С помощью схемы «хороший и плохой полицейский» Сет и Дженсен допросили фейкового короля. Мужик, оказывается, прикрывает настоящего короля и ни с кем встречаться вообще не должен был, так как настоящий король должен втайне встретиться с Толтоном в одном из поездов Годзе. Ловить тут больше нечего, идем искать Кайма и Сару. Все, кроме детей, собрались. Пока Мак и Кук едут навстречу непонятно чему, мы бежим на вокзал, ведь, благо, я-то играл за детей и знаю, куда они пошли.
Здесь узнаем, что детки угнали поезд и плюем на обещание королю Годзе. Вместо его старых друзей на встрече будут Минь, Сет и Дженсен, а бабушка с дедушкой поедут за внуками. На дипломатической встрече все довольно напряженно. Минь поясняет Толтону, что Гангора мудила и доверять ему нельзя. Великий посох Гангора используют в личных целях, плевал он на Уру. Но в это время через глаз Толтона за всем этим наблюдает сам Гангора. Однако это не шпионаж. Толтон в курсе и даже получает от Гангоры инструкции. Все дело в том, что Толтон очень слабый и ведомый. Возможно, в глубине души он и понимает, что Гангора опасен, но он просто не может действовать здесь и сейчас. Вместо этого он действует по указу Гангоры и обещает дать королю Годзе чертежи Великого Посоха, чтобы там тоже могли построить подобное. Это вроде как уравняет страны, чтобы они спокойнее дальше сосуществовали. Минь с компанией в шоке. Их доводы о том, что под носом у королей действует опасный человек с огромной магической силой, никого не интересует. Король Годзе слишком возбужден мыслью о том, что у него будет собственный посох, а Толтон просто сидит потерянный и не знает, что делать. Самое время сместить действия на Кайма и Сару. Они недалеко ушли от внуков, правда не в плане расстояния, они просто тоже угоняют поезд. Только за ними отправляется погоня, от которой мы отбиваемся и возвращаемся к дипломатической встрече опять. Там Толтон хвастается, что на днях силы Уры схватили опасную банду пиратов во главе с грозным лидером Седом. Sed? What is it, Seth? He's alive. Сед было обрадовалась, но как раз в это время Гангора начал действовать. Великий посох взлетел и прибыл в Уру, а Гангора объявил народу радостную весть о финале работы над посохом. Правда, есть и плохая новость для людей. Король Толтон отправился на встречу с королем Годзе и погиб там, якобы еще вчера. Ну и по традиции, как это было с советом, король в завещании просил Гангору возглавить страну и выпить кровь королей Уры, чтобы стать прям полноценным монархом. Перед этой инициацией Гангора идет к своим ученикам. У него есть целых 7 мощных магов-последователей, и он требует от каждого максимального повиновения, вплоть до смерти. Один из них отказывается умирать, за что все же теряет жизнь, а остальных он воскрешает и делает своими апостолами. Начинается масштабная атака на Годзу и на всех бессмертных тоже. Everything around us is frozen! What's going on? Gangora? So Kaim was right. Я предупреждал. Поезд, где короли переговаривались, гибнет от адского холода. Толтона в последний момент спасает лояльный маг из его свиты, за Толтоном прыгает Сет, а остальные замерзают намертво. К счастью, Минь успевает защититься магией и даже спасти Дженсена. Поезда Кайма и детей также атакованы. Кое-как дед с бабкой прыгают на поезд к внукам и пытаются успеть спасти детей, причем успеть надо буквально, поезд мерзнет на глазах и можно проиграть. Но все же спокойно спасти Мак и Кук не удастся, ибо поезд мчится в магическую ловушку Гангоры. Старички в последний момент решают отцепить передний вагон, а детей оставить позади. Сами же Кайм и Сара отправились на смерть. Более-менее неплохо дела обстоят у Сет и Толтона. Они оказались в Уре, где народ готовится к коронации Гангоры и одновременно оплакивает Толтона. План публично показать Толтона и обвинить Гангору во лжи не обсуждается. Вместо этого мы канализациями и прочими обходными путями идем на место казни пиратов, ибо Сет надеется увидеть там сына. По пути мы увидим, как Гангора все же примет внутрь кровь королей. А Сет здесь же убедится, что Сет, которого схватили, это и впрямь ее постаревший сын.
Перед началом публичной казни нам показывают, что силы Годзы узнали о гибели короля и готовят нападение на Уру, что играет на руку Сет и Толтону. Мы добираемся до сына, попутно сражаясь в бою по правилам каждый сам за себя с рыцарями Уры и Годзы. Кстати, хоть нам в начале игры заявляли, что Ура воевала с некими кентами, доспехи у них явно были от Годзы. Но Гангоре вообще похрен, кто там, против кого, чьи доспехи носит, он призывает огромных монстров и уничтожает все и вся. Чудом Сет с детьми успевает сбежать, а действие переходит на других деток. На пару минут нам показывают, как Кук и Мак оказались посреди ледяных путей и зачем-то дают просто идти вперед, пока дети не упадут, а действие не перейдет на Мини Дженсена. Вот уж кому повезло, спят у костра, может даже сытые. Хотя сцена довольно нелепая в своей романтичности. Дженсен ходит под песню реально существующей певицы Шины Истон, после чего напевает ее сам, от чего просыпается Минь. Into something so cool in this life of mine that I... Oh, I'm sorry. I didn't mean to wake you. Уровень романтичности равносилен уровню кринжа. У Минь меж тем изменился цвет глаз из-за того, что она вспомнила свое прошлое. Она и впрямь была королевой и очень успешно правила Нумарой, пока на нее не напал Гангора. Видимо, просто собственным заклинанием он не может заставить Минь потерять память и взял из-за этого в заложники ее королевства, требуя от нее самой собственной магии стереть себе память. Теперь вот и она вспомнила, насколько Гангора ублюдочен. На удивление, Дженсен и Минь оказались недалеко от Мака и Кук и довольно быстро находят детей без сознания. Но Минь все же умеет в магию и отхиливает деток, а нас уносят к Сет и компашке. У нее, кстати, финальное дополнение для команды. Толтон и Сет, два последних бойца. Толтон бьет мечом и специализируется на защитных навыках, а Сет стреляет из винтовки, и навыки у него связаны с гриндом всего: золота, экспы, предметов. Сейчас цель нашей троицы добраться до доков, найти там корабль Седа и свалить к чертовой матери. Причем для свалить даже придумали мини-игру в виде QTE. Акция разовая, больше такой мини-игры не будет. Как и чего-то другого в плане сюжета. После побега история опять переключается на Дженсена и Минь. И детей, конечно же. Они всей компанией попадают в лагерь беженцев, которые выжили во время атаки Гангоры на Годзу. Здесь же они узнают, где разбился вагон поезда Кайма и Сары. Приходится отправляться в душную пещеру. Душная она, потому что там бьет горячий источник, ну и потому что там мы пройдем много крайне однотипных битв, где вы просто смотрите на слабость врага к одному из элементов стихии, усиливаете скорость каста Минь с помощью способности Кук и сносите все одним заклинанием. В итоге с загрузкой окончания боя занимает больше времени, чем сам процесс. В конце пещеры вновь наступает холод, ибо здесь живет монстр Гангоры со стихией воды. Это апофеоз душности пещеры, потому что монстра невозможно бить магией. Он кастует ее в ответ, а сам урона не получает. А ХП у хреновины больше 10 тысяч, а физический урон нормально наносит здесь только маг. Занятие, кстати, довольно интересное. В итоге спустя минут 15 тыканий этой хрени побеждаем и идем отогревать Кайма и Сару. Ну и чтоб совсем хорошо было, Сет каким-то чудом находит нас, хотя изначально нам говорили о том, что в Уру просто так не попасть, и весь наш квест еще со второго диска был в том, чтобы хотя бы добраться до Годзы, а тут Сет за считанные часы, если не минуты, мало того, что находит нас, так еще и добирается на место. И компашка собирается полностью, все друг с другом знакомятся и готовимся на последний рывок. Кажется, длиной в целый диск.
На корабле к бессмертным приходит новый виток памяти, связанный с последними воспоминаниями о Гангоре. Даты не называются, но посмею предположить, что именно 30 лет назад бессмертные собрались, чтобы вернуться в свой мир. Здесь мы видим, как все, кроме Гангоры, готовы вернуться назад. Хотя, казалось бы, у Кайма, Сары и Сет появились причины остаться в виде детей. Но у Гангоры причина куда важнее. Через портал в их изначальный мир он получает магию и становится сильнее. Так у него получается вырубить всех, а уже после заставить каждого почувствовать страдания перед тем, как стереть память. Меж тем нам вновь дают поплавать, и вновь нас настигают старые проблемы. Корабль не может доплыть в нужную нам точку, пока мы его не усилим, а усиление возможно только с помощью волшебного камня, что в руинах храма древнего восточного племени. Силы этого племени когда-то на первом диске получил маг. Так как у нас теперь в команде Толтон, то мы можем разбивать некие королевские печати. Разбросаны они по всему миру и встречались ранее, но сделать с ними что-то было невозможно до появления Толтона. Конечно, можно ради всех ачивок вновь пройтись по локациям и собрать все, но звучит довольно уныленько, учитывая еще, что ачивки в игре, кстати, на японском. Есть и другая выгода в этих печатях. За них дают неплохие артефакты со способностями в духе иммунитет к любой стихийной магии или иммунитет к любому статус-эффекту. Абсолютная имба, но искать их проблемно и сразу к поискам приступить не получится, о чем я расскажу чуть позже. Вкратце суть в том, что королевский шмот одевается только с пассивкой Толтона, но бессмертные могут ее выучить. Что как бы гринд. Пока вы хотели японское РПГ без гринда. Руины же, где нас ждет магический камень, тоже то еще веселье. Здесь нас будут делить на две команды, дабы решать головоломки в духе «пройди туда и нажми на кнопку, потом смени команду и нажми другую кнопку, а в конце вы все встретитесь и идете дальше». Причем вот эти вот классические случайные битвы каждые 20-30 шагов никто не отменял, поэтому как у одной, так и у другой компашки они будут. И закончится все это очередной битвой с губкой для урона на вершине башни. И долгожданным апгрейдом корабля. Здесь начинается, пожалуй, самая худшая часть игры. Если повезло, и вы смогли к этому времени найти снаряжение для иммунитета к огненному урону или эффекту окаменения хотя бы, то, пожалуй, ничего страшного не произойдет. Если же не повезло, то нужно будет убить огромного монстра у берегов Нумары, куда мы, собственно, и приперлись. И у него есть две классные способности. Мощное дыхание огнем по всей партии и удар с окаменением. Если у вас один окаменевший боец и два калеки, и после атаки калеки отлетели в мир иной, то окаменевший приравнивается к погибшему и игра заканчивается. Но все бы ничего, запотеть можно даже без иммунитета. Проблема лишь в том, что потом появляются 4 таких монстра, и их надо победить подряд. Каждая такая битва — это сраное казино, где либо повезет, и монстр не убьет тебя 2 огненными атаками подряд, либо ты пойдешь нахрен и сдохнешь за 2 хода. Либо тебе придется загрузить какой-то более ранний сейф и добыть все-таки иммунку к огню. У меня подобный артефакт, кстати, был, но его своровала мохнатая хрень в ледяной пещере перед Годзой, и только Кайм успел получить эффект. Все эти 4 босса бьются по очереди, сохраниться между битвами нельзя. У меня до удачного подхода ушло, не соврать, где-то 2-3 часа реального времени, после которых я дошел до сохранения, вышел из игры, пошел за пивом и пару дней не включал Lost Odyssey. Как чувствовал, что впереди вновь будет геймплейная духота, но сначала коротко об одной странной особенности. В Нумаре есть музыкальная коробочка, для которой можно найти мелодии по всему игровому миру. После нахождения мелодии нужно вернуться к коробочке и активировать бой, где вместо обычных атак нужно ударить по кубам в соответствии с буквами, что нам показали до боя. В смысле, буквы показали. И это очень странный способ собирать коллекционные предметы в игре. Зато среди мелодий есть английская колыбельная Twinkle Twinkle Little Stars.
Возвращаемся в Духоту. В Нумаре нас встречает старый друг, генерал Каканос. Говорит, что невероятно счастлив возвращению королевы и предлагает отдохнуть с дороги, а ночью подводит к замку королевы танки и расстреливает несчастное здание. Надо опять драться с Каканосом в танке, только тут танков 3. 2 вытягивают из нас ману и передают для заряда в танк Каканоса, а сам же Каканос дважды атакует пушкой по всему отряду и точечно корпусом танка. Вся прелесть в том, что даже если истратить всю ману, 2 танка все равно передают от персонажей с пустой полоской магии заряд для Каканоса, и он долбит по нам мощнецкими ударами. И ведь ради чего вся эта битва? Минь все равно собирается в итоге свалить из Нумары вместе с другими бессмертными, чтобы дать бой Гангоре. Сидел бы Каканос спокойно и принял бы правление, пока королева свалила, учитывая, что Гангора ее вообще-то убить может. Нет, вот надо было с танками на замок. В итоге Минь с большой болью оставляет Нумару на своих советников и советниц, в том числе крайне пожилых, с которыми Минь знакома десятки лет. Тут происходит очень странный с точки зрения игры момент. Компашка отплывает на королевском корабле «Белый удав». Это огроменный ледокол, куда вмещается корабль Седа как некая шлюпка. И теперь начинается открытый мир. Можно попасть в любую локацию, в том числе неизведанную доселе, потому что Наутилус, корабль Седа, дает доступ в подводные локации, а удав, ломая лед, приводит нас на земли, куда до получения ледокола не попасть. Что же странного, спросите вы? А то, что по сюжету нам осталось напрямую дойти до Великого Посоха и сразиться с Гангорой, причем игра предупреждает, что это необратимое действие, если что-то хочешь, например, нафармить навыки своих смертных спутников или поискать королевскую экипировку, то лучше сделать это сейчас. И с момента получения удава открываются квесты напарников, которые скрыты, и узнать о них, не попав в нужную локацию, не получится. Тут то Дженсен вспомнит о легендарном заклинании, то Сет найдет пещеру, где когда-то жила Санейрой. Я несколько минут назад говорил о королевских печатях, которые рушат Толтон, и мы за это получаем экипировку. Так вот, во-первых, только теперь можно полноценно заняться поиском печатей, а во-вторых, в пещере Сет находится штука, защищающая от статус-эффектов, но ее ни Толтон, ни бессмертные не могут на себя напялить. Потому что для нее нужен навык Седа. Пассивка для особых шмоток, а у Толтона пассивка на королевские шмотки, так что неплохо было бы качнуть Седа до 40 уровня, чтобы открыть ему навык, а потом научиться бессмертными героями его применять, чтобы изучить еще навык от самой экипировки и поставить ее себе как пассивку в слот. Делов-то на несколько часов, зато получается партия из бессмертных героев, которые иммунны почти ко всей магии и всем статус-эффектам. Теперь-то можно идти бить Гангоре его мохнатые брови. Нет, подождите. Я тут вспомнил, что когда в самом начале игры ходил в гости к Гангоре еще при живом совете и республиканском строе в Уре, у него прямо во дворце особняка была дурацкая плита, с которой ничего невозможно сделать. Ну, то есть оказалось, что это королевская печать. Я был уверен, что, будет там очередная шмотка, а там целый подземный ход в тайную лабораторию, где можно прослушать дневники Гангоры, без которых часть сюжета останется загадкой. В них он рассказывает всю подноготную бессмертных, ибо начал записывать их сразу по прибытии. Родной мир бессмертных связан с миром смертных. В один момент в мире бессмертных появился вирус, грозивший разрушением, и пришел он из мира смертных. Тогда бессмертные соорудили квантовый телепортатор и отправили команду из 5 участников для исследования проблемы. В качестве временного отрезка выбрали 1 год, но в смертном мире время идет иначе, и для Гангоры, Каймы и остальных этот год равен 1000 лет в мире смертных. Для обратного пути в мире смертных появилась башня зеркал, но из-за нее в мир просочилась магия. За неполную 1000 лет все 5 поняли, что вирусом оказались человеческие эмоции. Энергия чувств отражалась на мире бессмертных и вызывала колебания, но до этого уже никому не было дела, ибо Гангора решил стать богом мира смертных.
Он решил построить Великий Посох, чтобы собрать магическую энергию для себя. Затем, согласно его плану, нужно уничтожить Башню Зеркал, навсегда отрезав себе путь домой вместе с магией, что шла из мира бессмертных. Но у самого Гангора магическая сила бы осталась благодаря Великому Посоху. В итоге он приступил к реализации плана становления сначала монархом Уры, а затем и богом этого мира за счет единоличного владения магией. Кто-то проникся этим миром и решил посвятить себя заботе о людях, став королевой и отдав всю себя служению народу. Кто-то ощутил в этом мире невероятную свободу и стал пиратом. Кто-то провел сотни лет в сражениях, а кто-то в исследованиях, но вместе они решили завести семью и смертного, как оказалось, ребенка. Ну а Гангора мыслил глобально. Что ж, пришло время останавливать его. Перед этим Минь и Дженсен наконец-то признаются в чувствах друг к другу. Балагур решил остепениться ради королевы, а королева наконец-то нашла того, в чьих глазах увидела любовь к себе. Жалко только, что я все время надевал Дженсену очки, из-за чего он стал похож на какую-то байонетту, что иногда портило кинематографичные моменты, ибо экипировка сохранялась даже в катсценах. Так вот, Великий Посох. В принципе, по убранству он похож на экспериментальный посох, только масштабней и запутанней. Заблудиться тут как нехрен делать. Все одинаковое, плюс периодически отвлекаешься на битвы минут так по 10, из-за чего уже забываешь, куда ты шел. Да и идти, как оказалось, особого смысла не было. Нас выкидывают 6 апостолов Гангора из посоха, а сам Гангора улетает к башне Зеркал, чтобы уничтожить ее. С иммунитетом к магии подсосы Гангоры сделать ничего не могут, поэтому валим их и летим в погоню. Сэд умудряется как-то запустить своего Наутилуса ввысь и таранит посох, где нас ждут новые хождения по однотипным помещениям и десятки, если не сотни случайных битв. Перед Гангорой еще и придется сразиться с очередной губкой для дамага на 27 тысяч хп. Сам же Гангора, как истинная крыса, сражаться не намерен и прикрывается Дженсеном. Когда он заключал с ним контракт на слежку за Каймом, он внедрил в него заклинание, из-за которого Гангора способен управлять им, но спустя несколько ходов ничего не делания, ему надоедает и он аккумулирует энергию в маленький посох, с которым уходит в башню Зеркал. Откуда-то до него доносится голос, приказывающий вернуться, но слушать кого-то Гангора не намерен. Великий посох рушится, и нам вновь надо убегать на время. Каким-то чудом Наутилус все еще на ходу, и нам реально удается свалить, но уже на борту Наутилуса Кайм говорит, что всем им необходимо вернуться в родной мир. Неприятную тему быстро закрывает Сет и говорит, что сначала Гангора, а потом уже разберемся. Предсказуемо бровястый тусуется в башне Зеркал. Почему-то никак не мог он ее уничтожить, пока мы не пришли. Сражаться он вновь не хочет и предлагает сначала пройти через губку для дамага на почти 56 тысяч хп, который еще и регенерирует от магических атак. О, ну поехали. Финальный же босс сам Гангор, и битва с ним скриптовая, в которой участвуют только бессмертные. То Гангор нам всю защиту снимет, а то и вовсе убьет, но смертные своими заклинаниями поднимают нас назад. И все это не имело никакого смысла, так как Гангора стоит прямо перед потоком магии из башни Зеркал, и убить его здесь просто нереально. Но смертные братишки бегут и кастуют барьер между Гангорой и порталом, благодаря чему его все же получается победить. Минус лишь один. Смертные застревают в луче, а долгое нахождение в нем убивает. Выбора особо нет. Освободить смертных можно только уничтожив башню Зеркал и отрезав себе путь домой. При этом здесь останется Гангора.
Кайм принимает решение и все же разбивает зеркала, и в последний момент Сет толкает в портал Гангору, но и сама уходит вместе с ним. После этого жизнь у остальных складывается отлично. Кайм и Сара воспитывают внуков, а у королевы Нумары появился король. Черт, у него даже в этой сцене остались эти нелепые очки. Толтон остался королем Уры и пообещал сделать все для восстановления мира, а правление его будет наполнено любовью и милосердием. Что ж, Кайм и компания, судя по всему, будут этому свидетелями очередную 1000 лет. Давайте я скажу сразу в лоб. На мой взгляд, единственная проблема Lost Odyssey — ее жанр. В 1986 году вышла первая Dragon Quest, заложившая основу для классической боевой системы в JRPG, и долгие годы, десятилетия жанр боялся радикальных перемен. Сейчас есть Xenoblade с гибридной боевой системой, и Final Fantasy вот перешла вообще в экшен-RPG, есть масса тактических японских RPG в духе Fire Emblem. А вот классическая такая JRPG-боевка стала архаизмом и встречается изредка в новинках Стима и, пожалуй, что Свитча. Потому что это скучно. Отдать приказы и сидеть смотреть на то, как персонажи лупасят друг друга по очереди, развлечения не для всех, но я искренне верю, что кому-то вот прям нравится подобное. Для меня же геймплей данного жанра уже долгие годы является препятствием на пути к интересной истории. До сих пор неприятно от воспоминаний о Baton Kaitos, где из-за недостаточной раскачки перед боссом на корабле Галдоба мне пришлось дропнуть игру. Альтернативой было начать все заново, потому что сохранял я все в один слот. Что-то подобное я ощутил в Lost Odyssey, когда пришлось бить подряд 5 огромных монстров, но это было проще, да и уже давно наученный опытом Baton Kaitos я делаю несколько файлов сохранений, если игра позволяет. Да, в Lost Odyssey есть разнообразие. Бессмертные юниты выглядят гибкими для раскачки, а кроме них есть смертные со своими навыками, и все это игрок комбинирует в команды. Вот только есть два огорчающих нюанса. Первый, последние 2 юнита выдаются довольно близко к концу игры, и насладиться ими можно только при гринде открытого мира на 4-м диске. А без гринда не факт, что игру вообще получится пройти. Второй нюанс, раз уж я упомянул гибкость бессмертных, на деле они не так уж и гибки в прокачке, так как из Кайма, например, сделать мага сильнее, чем Сара, или из Минь сделать воина сильнее, чем Сет, не получится. Каждый наделен своими характеристиками, силой, здоровьем, магией, скоростью каста и так далее, и они не выбираются. Кайм и Сет изначально по характеристикам ближе к классическому такому воину, а Сара и Минь к магам. Да, можно выдать воинам заклинания, но эффект будет слабее, чем у магов. А уж от ближних атак магов враги разбегутся в ужасе от неловкости, настолько они слабы. Так что бессмертные — это не заготовки из глины, из которых мы делаем что хотим, а возможность взять лучшее от смертных бойцов и создать некого универсального солдата. Легкую тактическую изюминку создает вариативность врагов. Они принадлежат определенным типам, что влияет на физические атаки, а также большинство врагов связаны с определенной стихией. Стихии работают по принципу камень-ножницы-бумага. Огонь бьет ветер, ветер землю, земля воду, а вода огонь. Но небольшая часть врагов к стихиям не относится, и там придется рандомно шмалять заклинаниями, а у другой небольшой части иммунитет к любой магии, независимо от стихии. А тот самый тип врага роляет только на физические атаки за счет кольца. Вообще с механикой кольца получается странно. По сути, она единственное отхождение от такой классической JRPG-боевки, но вся ее суть в удержании кнопки курка на геймпаде в тайминг. Ближайший аналог такой механики — это активная перезарядка оружия в серии Gears of War, где нажатая в тайминг кнопка дает вам небольшое преимущество в бою, но в динамичном шутере подобное смотрится куда органичнее, чем в медленной JRPG.
В итоге с этим кольцом вместо того, чтобы раскидать приказы и смотреть, как болванчики лупасят друг друга по очереди до очередной отдачи приказа на следующий ход, приходится внимательно смотреть на нажимающееся кольцо, чтобы милишники максимально эффективно себя проявили. Потому что если кольцо проигнорировать, то их атака будет куда слабее. Для магов же даже самое эффективное кольцо мало что изменит, их атаки ближнего боя все равно и близко не стоят с ударами воинов, и бить им надо только в случае, если у врага полный иммунитет к магии. Да и то можно не бить, а взять у мага навык на магию духов, и там уж есть заклинание на увеличение атаки или защиты союзников. В первые пару боев, может даже пару десятков боев, механика кольца окажется чем-то свежим, но мы тут имеем дело с игрой где-то часов на 60. Таким же свежим нововведением оказалась система бессмертных персонажей и связки со смертными. На словах звучит очень выигрышно, интересно, на деле приходится гриндить мобов, чтобы ваш бессмертный товарищ научился навыку от смертного, после чего смертного можно и в утиль, потому что зачем он теперь вам? Ах да, в партии же 5 слотов и одного все же надо выбрать. Но и 4 бессмертных героев это не панацея. В битве с сильным боссом, способным снести всю партию одним ударом, бессмертие оказывается сюжетным, а не игровым. Хотя бесплатная пассивка в виде возможности воскреснуть через 2 хода все еще является преимуществом, в особенности вместе с другой пассивкой. У Толтона есть навык, позволяющий пережить смертельный удар и остаться с 1 хп, при этом он перезаряжается при воскрешении и вновь позволяет пережить смертельный удар. Круто, конечно, но на деле все же придется таскать с собой предметы для воскрешения, потому что на поздних стадиях игры этого мало, чтобы спастись. Не поймите меня неправильно, по меркам JRPG геймплей не то что неплохой, а очень даже хороший, но все эти избиения по очереди очень уж специфичны и понравятся далеко не каждому. У меня после классических JRPG всегда моральная усталость, и я помню, как я приятно удивился, когда впервые запустил Tales of Berseria, ничего не зная об игре и геймплее. Для кого-то же геймплей Берсерии, наверное, вызывает такие же эмоции, какие у меня вызывает Lost Odyssey. И я не могу поверить, что сюжет способен завлечь игрока, который этот жанр не любит. Да, история хороша, и отдельно выделяются 1000 лет сновидений, те самые текстовые флешбеки Кайма, написанные Киёси Сигемацу. Я небольшой любитель читать много текста с монитора, но тут иногда по 15 минут чтения пролетали прям незаметно, за невероятно интересными и эмоциональными историями. Не побоюсь сказать, что мне лично текст Сигемацу понравился больше, чем история Хиронобу Сакагути, хотя одна без другой в принципе невозможна. Вроде простой текст на фоне атмосферной музыки, анимированного фона, но эмоции оставляет невероятные для такой, казалось бы, простой вещи. Плюс эти истории полноценные, и ничто там тебя не отвлекает, а сюжет то и дело прерывается на бои, от которых эмоции не столь приятны. Но и основная история хороша. Отдельно выделю актеров озвучки. Благодаря их работе персонажи запоминаются, а их характеры расцветают. До сих пор вспоминаю собственные эмоции от знакомства с Дженсеном. Вначале показалось, что я буду ненавидеть этого безответственного пройдоху, но потом от его шуток и взаимоотношений с Сет и искренней любви к Минь я настолько им проникся, что в итоге больше всего заскучал после прохождения именно по нему. Thank you, my lovely. Do or die, Johnson is now off to meet certain death. You know you're cute when you're asleep. Oh, no, please. Me and Pirate Girl? Come on. Kai, you're back! I can't believe it! I thought you were dead! I mean, we gave up on you! You're spitting in my face. I'm serious when I fall in love. I mean, you know, I don't play around like that. I mean, I know I am good looking and kind of irresistible. А вот Кайм показался самым слабым. С одной стороны, он воин, 1000 лет сражающийся и в своем познании настолько преисполнившийся, но как-то уж слишком у него блеклый голос. Tell me, how did you survive? I don't know. Why aren't we leaving? We should have already been gone by now. I'm waiting for somebody. What? Who? There's somebody else on the team. Huh? I haven't heard about that. I have. How did you find us? You have that memory? Our existence here only invites chaos.
Если бы это был безымянный герой, через которого игрок сам лично погружается в историю, я бы понял подобную тусклость, а так не совсем понял. Единственный прям минус для меня игры — это неравномерность. Вот есть у нас 4 диска. Первые 3 мы идем по относительно линейной истории. Да, можно вернуться в локации на карте, но смысла особого, кроме прям тупого гринда, опыта и денег нет. А принуждения к гринду особо нет, если только вот прям испытываете трудности на боссах. И тут врывается 4-й диск и говорит: вообще в игре есть открытый мир, тайные локации, побочные квесты напарников, благодаря которым можно найти топовые заклинания, шмотки, и плюс у тебя появился Толтон, открывающий королевские печати, разбросанные по миру. Сакагути-сан, у нас тут игра заканчивается, последний диск. Может, стоило чуть раньше дать игроку исследовать мир? Мы же, не шли исследовать галактику перед самоубийственной миссией в Mass Effect 2, не шли бродить по Скайриму перед битвой с Алдуином в Сонгарде и не собирали карты для Гвинда перед дракой с Эридином. А знаете, где еще игроку рассказывали про открытый мир ближе к концу игры? В Final Fantasy 13 от товарищей Сакагути. Какая-то странная японская традиция, не просто непонятная мне, а еще и вызывающая негативные эмоции. Типа, вот мне показывают великий посох, где ждет Гангора, и в этот же момент мне говорят, что передо мной открыты все горизонты, теперь у меня корабль, пробивающий лед в недоступных местах, плюс небольшая лодочка с доступом в подводные пещеры. Ну какого хрена? Причем сделать иначе можно, только переписав сюжет, ведь вся партия собирается вместе как раз к концу игры. Вот и получается такой парадокс, с которым остается лишь смириться. И больше всего, спустя годы, меня удивляет отечественный гражур. Молодой Антон Логвинов, ставящий Lost Odyssey рядом с первой Mass Effect. Наверняка он уже и не помнит, что это за Lost Odyssey такая. А ребята из стороны игр, говоря о том, что Lost Odyssey понравится вот прям вообще каждому, называют лишь один минус игры – долгие загрузки. И, в общем-то, в таком ключе про игру можно расписывать красивые полотна очень-очень долго, потому что уже очевидно, что всем нам она очень-очень понравилась. Чуть менее очевидно, но от этого еще более здорово, то, что всем нам она понравилась по-разному, и это лишний раз доказывает, что игра ориентировала на самых разных ценителей, и, возможно, каждый даже сможет в ней найти какую-то свою индивидуальную прелесть, которая осталась незамеченной другим. Тем не менее, совсем без недостатков, конечно, обойтись никак не могло. Грёбаные экраны лоудинга! Все бы было гораздо проще, гораздо легче, не оставляло бы такого вот легкого неприятного осадка, который вынудил нас отобрать его Lost Odyssey, ее вот один вау. Хочется душой 9 и 10, но умом понимаешь, что 8,5. Которые в итоге не такие уж и долгие, потому что разработчики пофиксили эту проблему ближе к релизу, а вот пресс-копии игры обладали повышенным временем загрузки, из-за чего некоторые рецензии западных игражуров позднее корректировались. При этом сторона игр заявляют о полном переходе к геймплею с кат-сцен, но проблема в том, что этот эффект использован только один раз в начале игры. Очень интересный момент в игре есть, что пререндеренных роликов достаточно мало, и переход между заставками на движке игры и уже пререндеренным роликом часто незаметен, что по правде восхищает и свидетельствует о мастерстве разработчиков. Причем эта же сцена показывалась в демо-версии, и на ее фоне автор говорит о тех самых переходах. А вот в релизной версии во время кат-сцен на движке игры частенько падают кадры в секунду, вот прям на ровном месте. Об этом почему-то решено было умолчать. Но там еще и говорят, что игра не подталкивает тебя к прокачке. Здесь практически невозможно прокачивать. Ну, надо говорить, она, конечно же, возможна, но игра на прокачку не подталкивает. Более того, игра своей системой накопления опыта зовет всегда играющего вперед искать новых монстров, потому что только за новых еще невиданных монстров мы получаем больше всего заветных очков. Ага, я бы глянул, как автору этой фразы удастся пройти Великий Посох, ни разу не отправляясь гриндить шмот или экспу за всю игру. И журналы того времени свое дело сделали. Продажи и оценки были хороши. Ползли слухи, что Microsoft даже задумалась о продолжении и превращении Lost Odyssey во франшизу. Якобы один из сотрудников корпорации в Японии это подтвердил, но официальных заявлений не было, а, как показывает история, и продолжения у Lost Odyssey не было.
Журналисты называли систему колец и бессмертных свежими, а кое-кто и вовсе дословно прям писал, что нажатие кнопок по таймингу во время битвы делает бои увлекательнее, чем вы думаете. Что ж, если изначально думать прям отвратительно о боях в Lost Odyssey, то можно и согласиться с этим утверждением. Назвать игру консоли-селлером, то есть тем, ради чего стоит купить консоль, мог бы разве что прям безумный фанат японских РПГ. Да, это годная японская РПГ с отличными персонажами, прекраснейшим саундтреком, который вот прям хочется слушать после игры, интересной историей и очень хорошими новеллами, встроенными в игру. Но играть в нее нелегко, и незнакомый с жанром человек легко забросит ее либо на третьем, либо на четвертом диске, а может даже и раньше. Однако я бы все же дал Lost Odyssey шанс. Игра доступна в рамках обратной совместимости с Xbox 360 на новых консолях и вроде даже полностью эмулируется на ПК. Если бы в эмуляторе добавили автобой, это был бы прям must-have. Ну а для Хиронобу Сакакути Lost Odyssey стала одной из последних игр, где он был разработчиком. После нее он занимался продюсированием и мобильным геймингом, создал Terra Battle для телефонов и Fantasian эксклюзивно для Apple. Terra Battle вроде даже стала такой небольшой мобильной франшизой, в отличие от Lost Odyssey, что говорит либо об интересе к JRPG, либо о перспективности мобильных платформ. Возможно, серия бы ухватила побольше популярности, не будь она долгие годы заперта в рамках эксклюзивности для Xbox 360. Да, это, наверное, было неплохим инструментом популяризации консоли в Японии, но все же PlayStation и Nintendo там выигрывали. Да и на девайсах от конкурентов полно фанатов жанра. Что ж, надеюсь, они все же ознакомились со временем с этой игрой. Ну, а у меня на этом все. Не буду просить о лайках, подписках, просто огромное спасибо каждому досмотревшему это видео и, как всегда, благодарю подписчиков, поддерживающих меня на Бусти. Всем добра и до скорой встречи. You and I, hand in hand, we have just begun. Somehow I'm holding back what I feel for you. I'm always living with my fears. The time is swiftly drawing near. I'll be left alone. Our moments pass on by, then people pass on by, and love keeps drifting away. It all keeps drifting away. One day I'll be there, someday I'll be there. End of this long and lonely road. There is a place where tenderness calls, the solitude of friend. No one is with me, nothing is with me. All that remains are memories. There is a place where coldness and